Всем привет, меня зовут Стрэндж. Сегодня мы продолжаем наш цикл эксклюзивных интервью. Власти многих стран мира уже обратили на нас внимание. Но мы готовились к этому и, несмотря ни на что, продолжаем делать свое дело. Ведь люди должны знать правду. Тем не менее, ради безопасности нашего героя я вынужден сказать, что видео несет исключительно развлекательный характер. Вся информация требует дополнительного изучения. Но вы понимаете. Я приветствую вас. Положение мое ухудшается с каждым днем. Сейчас я нахожусь в подземном убежище, которое я некогда выстроил специально для себя. В этом мне помог Стрэндж и сотрудники его аналитического отдела, подобравшие для меня наиболее оптимальное место. Я продолжаю делиться с вами тем, что знаю сам, и тем, что видел лично. Я никого ни к чему не призываю, я просто хочу, чтобы вы знали правду. Потому что правда, от правды, которую вы узнаете, будет зависеть вся ваша жизнь. Опасность всеобщая, к сожалению. Мы не осознаем этого, но то, что может нас уничтожить, оно рядом с нами. Сегодня я расскажу вам о том, в чем я лично принимал участие, и в том, что грозит человечеству смертельной опасностью. Сегодня я хочу рассказать вам о проекте «Синий луч», который был реализован на территории США с целью воздействия на весь мир. И кроме того, я хочу вам рассказать про подземные базы, которые я видел лично. В настоящее время располагаю сведениями, что подземных баз по исследованию и культивации инопланетных организмов на территории нашей планеты 3. 2 из них находятся в США, 1 в Китае. На одной из них я был лично. А именно на территории в Китае. Мы отправились туда на стажировку и на взаимодействие с точно таким же китайским спецназом. Мы спустились в глубокие штольни, я скажу вам, что они буквально несколько километров под землей. Это огромные гроты, которые, как я понял, образовались из-за естественной тектонической активности, которые впоследствии были облагорожены. Там огромные, мощные энергоустановки, освещение, компьютеры, полностью оснащенная база. И там проводятся эксперименты по гибридизации человека с инопланетными организмами. И я вам скажу, что определенных результатов эти ученые достигли. Лично я видел испытания так называемого боевого модульного гибрида. Это был огромный ящер, у которого были подавлены центры агрессивности с помощью внедренных датчиков. И эти центры активировались по команде тех, кто проводил испытания. Если вы когда-нибудь видели танк, то вы можете представить, какая это мощная сила. Вот это существо, оно на моих глазах на внутреннем полигоне вот этого подземного убежища, оно оторвало башню от танка, выковырило из него экипаж и просто разодрало на части. Я никогда в жизни не видел ничего более страшного. Я не мог выказать своего, скажем так, страха или удивления в тот момент, потому что любых заподозренных, хоть в малейшей нелояльности, казнили в течение 24 суток. Причем казни от пистолета, упертого в затылок, это все еще цветочки. Человека могли просто использовать для проведения экспериментов, что было намного страшнее, чем просто быстрая легкая смерть. Что касается того, что я видел еще, это именно подземные базы в США. Мы отправились в составе ограниченного контингента
на одну из таких баз. Это было что-то типа обмена опытом. И тогда же я узнал о реализации проекта «Синий луч». Сведения об этом проекте, они проникают в просторы медиа. В интернете можно найти кое-что об этом проекте, но то, что представляется обывателю в открытом доступе, это лишь верхушка айсберга. Что известно о «Синем луче», то, что есть в свободном доступе, это таинственные звуки с небес, это необъяснимое природное явление, но я скажу вам, что все это инспирируется людьми, которые получили технологии от инопланетных существ и которые потихоньку готовят их вторжение и внедрение во все государственные службы нашей планеты. Что лично я увидел на одной из баз в Америке, это тоже были огромные полости, проделанные в Неваде. И, между прочим, те командные центры, которые запланированы властями США там на случай ядерной войны, это все существует, но используются они в настоящее время в другом контексте. В одном из гротов этого подземного убежища я увидел огромные инопланетные существа с шипами, колючками, мощными челюстями, лапами. Они были похожи на скорпионов, но они пребывали в неком замороженном состоянии, в таких коконах, шарах. И этих шаров, вот если вы стоите на месте, то представьте расстояние до горизонта. И вот до этого расстояния все уставлено этими шарами. И в определенный час эти скорпионы, эти существа, они должны быть разморожены и должны атаковать Землю, после чего, после утилизации основного населения, придут колонизаторы, именно те инопланетные существа, о которых я говорил. Что касается этой базы в США, почему я заговорил о ней, в настоящее время она уничтожена. Случилось это так. Группа спецназа из страны, на языке, о которой я сейчас говорю, она прибыла в США по официальному каналу. Они прибыли для того, чтобы провести совместные учения с американским спецназом. Но в ходе этих учений вся эта база была уничтожена подрывом какого-то заряда неизвестной мне энергии. Я уцелел случайно, можно сказать, потому что наша стажировка закончилась, и мы отбыли обратно в Китай с последующим возвращением на специальный полигон, на котором я нес службу. Вот подрыв этого неизвестного заряда, неизвестной энергии дает мне сделать выводы о том, что практически все большие страны в настоящее время сотрудничают с НЛО. Но сотрудничество это производится по разным схемам, по разным моделям. То есть кто-то сотрудничает ради того, чтобы потом служить им, оставшись в числе выживших, слуг, прислужников, приспешников, я не знаю, как назвать. А часть для того, чтобы получать технологии от неких добрых инопланетных сил, для того, чтобы бороться потом. Или бороться в настоящий момент. Что касается моего нахождения, мне удалось выполнить переход, обещанный мне Стрэнджем. Сейчас я нахожусь в подземном убежище, но я чувствую, что кольцо вокруг меня сжимается, состояние мое все хуже и хуже, я не знаю, сколько мне осталось. В последнее время ловлю себя на мыслях о суициде, но я не могу позволить себе этого, я буду продолжать делиться с вами той информацией, которой владею до тех пор, пока мои дни не закончатся. И на мое место придет другой человек, который также осознает, что в мире творится дьявольские вещи, дьявольские события, которым нужно уметь противостоять. Я выбрал путь человечества, я выбрал сторону человечества. Я надеюсь, моя информация даст вам ключ к разгадке тайн, которые преследуют современного человека и которые угрожают ему смертельной опасностью. Меня ждет еще один переход,
Когда выйдет следующее мое интервью, я не знаю. И выйдет ли оно вообще, потому что я чувствую, что за мной организована слежка. Я благодарен Стрэнджу, потому что только он сейчас способен обеспечить мою безопасность.